В обычном зефире содержится огромное количество рафинированного сахара. Мы стараемся снизить потребление рафинированных продуктов для максимального уменьшения скачков инсулина. От лишнего жира мы отказались, и холестерин привели в норму, а отказ от сладостей для нас огромная проблема. Готовлю зефир без сахара и с кешью с добавлением брусники и изюма. Шоколад использовала горький, но сахар там все же есть. Хотя зефир прекрасен и без шоколада. Орехи кешью тщательно промываю, и их не надо заранее замачивать. В блендере перемалываю орехи с добавлением воды. Воды наливаю мало, столько, чтобы масса была густой, но блендер хорошо мог измельчить орехи. Пока орехи размалываются, агар заливаю водой и нагреваю на плите до кипения. Выливаю агар в ореховую пасту и еще немного перемешиваю. Орехи не повышают холестерин и сахар. Это полезный продукт. Употребление от 30 до 60 грамм орехов в день полезно и не способствует ожирению. Вымытые замороженные ягоды брусники и изюм, не забывайте его тоже мыть, добавляю в зефирную смесь. Орехи сладкие, изюм еще добавит сладость. Можно вместо него добавить измельченную курагу или чернослив. Брусника добавит кислинку, без нее слишком приторно. Заполняю формочки зефирной массой и убираю в холодильник на 1 час. Можно убрать в морозилку на минут 15. Зефир готов, достаю его из форм, он достаточно плотный и немного эластичный. У нас зефир сегодня будет в шоколаде. Шоколад нагреваю в микроволновке на режиме разморозки. Шоколад я взяла горький, без добавок, но в нем есть сахар. Только при условии, что вы съедаете этот зефир в качестве десерта после основного приема пищи, в котором будут овощи и белковый продукт, можно использовать горький шоколад. Его мало, и он не даст резкого скачка сахара крови, учитывая ореховую основу и пищу, которую мы едим перед десертом. Однако, если вы знаете, что ваш сахар повышается на шоколад, не добавляйте его. Зефир и без шоколада очень вкусный. Мой зефир прилип к тарелке. Чтобы этого не случилось, используйте пергаментную бумагу. Агар устойчивый при комнатной температуре. Зефирки хорошо держат форму, но я храню их в холодильнике. И еще пару слов про орехи. Замачивание или так называемая активация орехов не повышает их биологическую ценность, а наоборот, при вымачивании в воду переходят некоторые полезные микроэлементы. В воде орехи должны находиться ровно столько, чтобы отмыть с них грязь. Ссылки на научные работы по этой теме можно найти на моем сайте под статьей про орехи. Питайтесь правильно и будьте здоровы!